Всем привет! Вы на канале Я Свалил, меня все еще зовут Роман. Сегодня я расскажу вам о том, сколько мне стоит жить в Индии. И сразу спойлер, примерно 300 баксов я трачу в месяц. Из них место, которое вы видите, я сижу на балкончике дома, я обязательно покажу его потом. Балкончик, правда, не мой, но это не важно. Это чудесное место мне обходится при нынешнем курсе доллара в 100 баксов в месяц. Еще порядка 50 баксов уходит на аренду моего чудесного скоростного благородного ишака. Вот так вот он выглядит, здесь будет фото. Итого 150 баксов. Ну и при местных ценах на продукты, даже на пожрать в кафешке, ну смотря какая кафешка, еще примерно 150, ну может быть, если я совсем прожорливый, 200 долларов уходит в месяц на еду. Ну, для сравнения, цены я уже показывал. Ну, например, в Кириме, в чудесной деревне тихой, в которой я живу, в четверг приезжает машина со свежими овощами. И набрать здоровый пакет овощей, вот прям реально здоровый, то есть когда я его несу до дома, я похож на старую бабушку. Вот это удовольствие стоит примерно 150 рупий. В рублях 120 рублей. То есть там картошка, моркошка, баклажанчики, там огурцы. В общем, все дыры природы, которые растут у нас, они здесь тоже есть. Ну, плюсом есть куча всяких фруктов, которых у нас нет. Фрукты, конечно, подороже. По фруктам, ну давайте я вам так кратко. Чудесная вкусная папайка. Это что-то среднее между дыней и тыквой. Вот такого вот, наверное, размера, но обходится примерно в 90 рупий. Мне хватает ее дня на 2-3. То есть я ее медленно, аккуратно точу, как бы на завтрак, на ужин, на обед, ночью иногда просыпаюсь, тоже точу. Она вкусная. Ее мне хватает. В остальном, что здесь дорого? Здесь дорого жрать мясо, но лично меня спасает то, что я мясо не то что не ем, я нормально ем мясо, просто мне тут неохота, поэтому я его не ем здесь. Когда мне хочется поесть мясо, я иду в кафешку, покупаю там курицу с рисом или макаронами, там ем, и мне на неделю, на 2 хватает. Кстати, последний раз я ел мясо недели 3 назад, и вот мне до сих пор неохота. Что меня останавливает от покупки курицы здесь? Рассказываю, как покупается курица в Гоа. Приходишь в чикен-центр, это какая-нибудь хибарка, стоящая отдельно. Там сидят живые куры по клеткам. Ты подходишь к товарищу индийцу и такой: продай мне курицу. Он говорит: базара болт. Какая ряба тебе не нравится, сейчас я снесу ей башку. Вот, ты тыкаешь пальцем, он сносит ей башку, сдирает шкуру прямо вместе с перьями. Ну, в общем, ребята, я не могу так курицу покупать, честно. Я лучше ее в кафешке съем уже в готовом виде. Ну, курятина что-то стоит порядка 100 рупий за килограмм. Так-то, в принципе, вменяемый ценник. Готовлю я в основном дома, я покажу потом свою кухню, свою комнату. Да, в принципе, а что терпеть, пойдемте и буду показывать. Так, ну что, погнали. Это балкон Влада. А, кстати, вот так вот папайка выглядит. Да, тут лежит, дозревает. Влад позволяет использовать свой балкон для съемок. Это мой балкон персональный. Ну, как бы так-то он не маленький, 10 метров в длину. Старый матрас из моей комнаты, хозяева его поменяли. Я им сказал, чтобы они его не выкидывали, а положили сюда. Вот самый кайф. Тут джунгли, никого нет вокруг. Сказать я хотел вам вот это вот, то, что у меня у балкона еще там дорожка. Я могу ходить вдоль дома. Если не хочется посидеть и просто посмотреть на джунгли, я вполне себе могу вытащить стульчик сюда и вот прям перед пальмой сидеть, обозревать все это. Так, ну ладно. Что? Welcome to the my Nara.
В общем, смотрите, вот так вот выглядит Indie Style за 100 баксов. Ну, как бы это отнюдь не самое плохое жилье за такие деньги. Кровать. Workspace мой. Короче. Ну, беспорядок. Да, но я же мужик, я же живу один. Поэтому, в принципе, мне нормально. Зеркало. Можно на рожу на свою посмотреть. Привет. Так. А вот это вот для меня загадка. Это место загадка. Это кухня, одновременно ванна. Тут есть раковина, чтобы зубы чистить. И как бы несмотря на то, что у меня тут щетки стоят и все остальное, это процедура такая себе. Вот столько тут от этого крана. Как бы, в общем, не знаю, зубы я чищу в той раковине. Еще одна загадка — это труба, торчащая из стены. Не знаю зачем, но она есть. Бамбуковая палка. Как вы думаете, нафига она? Ну, все понятно, да, на ней вещи сушатся. Так, сама кухня, то есть холодос, здоровый стол, на котором я готовлю. Вот эта вот плитка электрическая из чади ада. Почему из чади ада? Потому что, во-первых, электричество отключают достаточно часто. Вот, во-вторых, с режимами готовки она или слабая получается, или дохрена мощная. В общем, как-то тяжело с ней подобраться. И все это компенсируется видом из-за решетки. И здесь. Ну, то есть, прям как я люблю. Просто никого вокруг нет. Лес, джунгли. Тут вечерами сверчки поют. Но есть минусы. Лес рядом, вот через это окно, если я его не закрываю вечером, я это регулярно забываю делать, уже 7 раз ко мне залетали летучие мыши. Через то они почему-то не хотят забираться, то я открытым оставляю. Вот через это прям реально. То есть 7 раз я изгонял отсюда мышей. Один раз забрался бурундук. Ну, как бы к бурундукам я хорошо отношусь, но он забрался и в панике бегал, короче, по кухне и просто срал по всем углам. То есть все углы были засраны. После того, как он разобрался с углами, он пошел и насрал прямо посередине. Вот здесь вот. В общем, ладно, этого товарища мы выпустили. Туалет, совмещенный с душем. Душ из стены, ну, сортир, водонагреватель. Вот там над водонагревателем живет геккон. Поэтому вот это вот лохмотья, вот эти вот кокосовые, я их собираю раз в неделю. Вот, он за неделю, вот опять пора убирать. Он их плодит. Ну, сушилка для полотенца, которой невозможно пользоваться, потому что здесь постоянно сыро. И в принципе, как бы и все. Вот, и на самом деле, ребят, по нынешним деньгам это недорого. Я прям очень благодарен своим друзьям, Гарику и Лулу, за то, что они помогли мне найти это жилье. Обратите внимание, стол, короче, он каменный. Вот, почему каменный? Потому что мунсун, иначе все сгнивает. Но при этом обратите внимание, как сделана раковина. Вот эту хрень, ее как не мой, она, короче, остается вот в таком состоянии. Ну, увы. Ну, как бы ладно, я с этим мирюсь, и ничего страшного. Так. Вентилятора тут нет. Вот, крыша железная. Когда я приехал, шли дожди. Ну и как бы под них было прикольно засыпать первое время, а потом стало надоедать. Здесь потолок, крыша-то такая железная, но здесь гипсовый потолок, через который профигачен вентилятор. Так как вентилятор болтается, дыра там приличная. Вот. Но все это компенсируется ценой, видом и моим спокойствием. Если вы внимательно смотрите видео, вы обратите внимание на то, что здесь нет ни одного шкафа, вообще никаких полок, ничего подобного. Это как бы для Индии нормально. Зато есть вот такая вот система хранения. То есть решетка, на ней крючки висят, на них висит всякая хрень. Стол, кстати, вот этот, он тоже каменный, тяжеленный, железный стол и деревянный стул, которому я прям очень рад.
Ну, про дерево я уже говорил, оно здесь протухает. Обычно вот такие вот пластиковые стулья, на которых круто чилить, вот, но, к сожалению, абсолютно невозможно заниматься. Как бы я все-таки занимаюсь. Но то, что у меня MacBook Pro, он 13 года, ему сейчас цена $200. Вот, просто это был старый рабочий ноут Lucia, на котором я недавно менял батарейку. Поэтому я взял его с собой. Ну и да. У меня здесь есть свой индийский флаг. Вот. Еще есть второй свой индийский флаг. Ну вот так вот на матрасике я тут и чилю эпизодически. Научился варить масала чай. Кстати, клевая тема. Ночью здесь особенно круто, потому что вокруг джунгли и постоянно, знаете, вот эти вот звуки, короче, сверчки. На то дерево сзади обезьяны приходили несколько раз. У меня видео в одном есть, как Люська за ними смотрит. В общем, тут прям реально шанти. Такое суперское место. Игорь, Лена, спасибо вам еще раз. Вы подарили мне Спокойствие, только спокойствие. Ну, теперь возвращаемся к неприятным моментам. 8000 я снял это жилье в начале октября. Сейчас даже в Арамболе, ну не даже, вернее, в Арамболе жилье дешевле 20-ки не найти, как и на всем побережье. Возможно, ситуация изменится после Нового года, когда народ начнет разъезжаться. То, что там в январе все равно уже многие начинают ехать домой. И, возможно, цены выровняются. Но пока цены упс. Аховые. Надеюсь, вам было интересно смотреть это видео. Вы узнали для себя что-то новое. Спасибо, что смотрите. Не забудьте подписаться и поставить лайк. Удачи всем!